Мы уже читали несколько стихов из этой главы, которая называется «Пурушоттама йога», или же «Йога Верховной Личности». Это очень важная глава. Конечно же, все главы Бхагавад-гиты, они важны. Actually, once Prabhupada was asked by that person who happened to be an admiral in the French Navy, he said, which is the most important chapter in Bhagavad Gita? Однажды Шрила Прабхупада спросил один человек, который служил на флоте, какая главная глава Бхагавад-гиты? So Srila Prabhupada said, no, they're all important. И Прабхупада сказал, что нет, они все важны. He said, but I'm a very busy man. Please tell me which chapter is the most important. Но этот человек настаивал, но я очень занятый человек, скажите же мне, какая же самая главная глава? Srila Prabhupada said, 9th chapter. Прабхупада сказал, что самое важное это 9-я глава. But it's true, they're all important. Но правда то, что они все So this важны. 15th chapter, it gives us a real clear description of how Krishna is the supreme person. Это 15 глава, она дает очень ясное описание того, как Кришна является Верховной Личностью. Это опровергает доводы имперсоналистов Майявади. И утверждает Кришну как Верховную Личность Бога. Maybe we'll just read the English of the text 18 and 19. Давайте мы сейчас прочитаем перевод двух предыдущих стихов 18 и 19. Because I am transcendental, Krishna is saying, beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in this world and in the Vedas as that supreme person. Кришна говорит в 18 стихе: «Будучи трансцендентным и величайшим, я выше всех, бренных и неизменных, и потому во всем мире и во всех ведах меня славят как Верховную Личность». Then he goes on to say, whoever knows me as the supreme personality of Godhead, without doubting, is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharat. И дальше Кришна продолжает: «Тот, кто непоколебимо уверен в том, что я, Верховная Личность Бога, познал все, такой человек, о сын Бхараты, целиком посвящает себя преданному служению мне». Кришна говорит: «О безгрешный, я открыл тебе самую сокровенную часть свет. Тот, кто сумеет постичь ее смысл, обретет мудрость, и его труды приведут его к совершенству». Давайте вместе. «О безгрешный, я открыл тебе самую сокровенную часть свет. Тот, кто сумеет постичь ее смысл, обретет мудрость, и его труды приведут его к совершенству». Report. The Lord clearly explains here that this is the substance of all revealed scriptures, and one should understand this as it is, given by the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Здесь Господь говорит, что поведанное им знание составляет суть всех богооткровенных писаний, и принять его нужно в том виде, в каком его открывает нам Верховная Личность Бога. Thus one will become intelligent and perfect in transcendental knowledge. In other words, by understanding this philosophy of the Supreme Personality of Godhead and engaging in His transcendental service, everyone can become freed from all contaminations of the modes of material nature. Только тогда человек обретет разум и совершенное духовное знание. Иными словами, постигнув эту философию Верховной Личности Бога, и служа Господу с любовью, человек выйдет из-под оскверняющего влияния материальных гун природы. So this point is also confirmed in the 14th chapter, where Krishna explains the modes of material nature. Этот момент также объяснялся уже в 14 главе, где Кришна говорил о гунах материальной природы. He mentions there that one can transcend these modes of material nature and thus enjoy happiness even in this life. Кришна говорит, что человек может подняться над гунами материальной природы и испытывать счастье даже в этой жизни. Then in the second to last verse in that chapter, 14th chapter, 14:26, Krishna tells Arjuna the same thing as Prabhupada is saying here. Mam cha yovya vichadena bhakti yogena sevate savati taitan rama bhuya kalpate. Translation is. В этом стихе и в предпоследнем стихе 14 главы Кришна говорит о том, что человек, который полностью посвятил себя преданному служению Господу, он выходит из-под влияния гун материальной природы и достигает трансцендентного уровня. Devotional service is a process of spiritual understanding. Wherever devotional service exists,
The material contamination cannot coexist. Преданное служение – это путь обретения духовного знания. Материальная скверна несовместима с преданным служением. Srila Prabhupada used to give the example of the sun and the shadow. Wherever the sun is there can't be any shadow. Шрила Прабхупада привел пример солнца и тени. Где бы ни было солнца, там не может быть тени. So pure devotional service is fully spiritual. Means it's so potent that even Krishna is controlled by it. Преданное служение, оно настолько могущественно, оно полностью духовно, и оно способно контролировать даже самого Кришну. So wherever pure devotional service is being performed, the Maya can't enter. И где бы ни практиковали преданное служение, туда не может войти майя. Devotional service to the Lord and the Lord Himself are one and the same because they are spiritual. Devotional service takes place within the internal energy of the Supreme Lord. Преданное служение Господу и сам Господь не отличны друг от друга, ибо и Господь, и служение Ему одинаково духовны. Преданное служение протекает в сфере действия внутренней энергии Верховного Господа. The Lord is said to be the sun, and ignorance is called darkness. When the sun is present, there is no question of darkness. Господа называют солнцем, а неведение тьмой. Там, где светит солнце, нет места тьме. Therefore, whenever devotional service is present under the proper guidance of a bona fide spiritual master, there is no question of ignorance. Поэтому преданное служение под руководством истинного духовного учителя рассеивает тьму невежества. Here Prabhupada is pushing us in this next sentence. He says, everyone must take to this consciousness of Krishna and engage in devotional service to become intelligent and purified. То, о чем предложение Шрила Прабхупады подталкивает нас. Он говорит, каждый человек должен воспользоваться методом сознания Кришны и встать на путь преданного служения, чтобы полностью очиститься и обрести мудрость. Unless one comes to this position of understanding Krishna and engages in devotional service, however intelligent he may be, in the estimation of some common man, he is not perfectly intelligent. Разум того, кто не понимает природы Кришны и не служит Ему, остается несовершенным, каким бы умным с точки зрения обычных людей он не был. So Prabhupada was pushing on this point, and of course, when you push something, people may not like it. Кришна, Шрила Прабхупада, он как бы так подталкивает нас немножко, сильно очень говорит об этом, и поэтому многим людям это может не понравиться, когда их так подталкивают. Мы выталкиваем их из зоны комфорта, в которой они находятся. Майя побуждает нас считать, что мы можем обрести комфортное и удобное положение в этом мире. Good food and everything, and we'll be happy. У нас будет хорошая квартира, телевизор, хорошая пища, и мы будем счастливы. But the trouble always comes. Но проблемы всегда будут приходить. Just like in your country now, the trouble is coming. There's fighting and so on. Как в вашей стране вот все проблемы проявляются, все эти войны и так далее. This is the nature of material world. It's problematic. Такова проблема материального мира. Здесь очень много проблем. There's no way we can remove the problems from the material world. Мы не сможем отсюда убрать проблемы из этого материального мира. Because Krishna arranges the problems to awaken us to the understanding that this is not our real home. Кришна пробуждает нас, чтобы мы могли понять, что здесь проблемы, они устроены для того, чтобы мы поняли, что это не наше истинное место. But people identify so strongly with their body, it's very difficult to get them to conceive that there may be a higher level of consciousness. Но люди, которые очень сильно отождествляют себя со своим телом, им трудно, может быть, понять, что есть какие-то более высокие уровни сознания. Therefore, when the acharya comes, he pushes. Try to understand. This is an important subject matter. Поэтому, когда ачарья приходит, он нас так подталкивает, он пытается дать нам понять, что это важно. Don't remain in your comfortable position. Take a step towards Krishna. It may seem unnatural. Не оставайтесь в своей зоне комфорта, сделайте шаг навстречу Кришне, даже если вам это может показаться неестественным. Как мы говорим, но вначале пищу нужно предлагать Кришне. Но естественная реакция – это брать пищу и просто ложить ее в рот. Каждый ребенок так поступает, берет и ест. Поэтому нас нужно обучить тому, чтобы ставить Кришну в центр. Но этого нам не нравится, чтобы нас обучали. Мы считаем, что у нас и так все хорошо. Как один теолог написал книгу, которая называлась «У меня все хорошо, и у вас все хорошо».
So on a morning walk in Los Angeles, the devotee told Prabhupada, this is a new book has come out. И на одной из утренних прогулок в Лос-Анджелесе преданный сказал Шриле Прабхупаде, что вышла эта новая книга. I'm okay, you're okay. У меня все хорошо, и у вас все хорошо. So Prabhupada laughed. Прабхупада засмеялся. He said, no. Сказал, нет. He said, I'm okay, you're not okay. Он сказал, у меня хорошо, у вас не все хорошо. Because Prabhupada could see everyone is suffering. Потому что Прабхупада видел, что все страдают. But he was on a transcendental platform. Но он находился на трансцендентном He уровне. was beyond that happiness and distress. Он находился выше счастья и страданий. Otherwise, Krishna certifies this is a place of suffering. Кришна, он поставил сертификат. Вот это мир, это место страданий. The Buddhists also say the life is suffering. Буддисты тоже говорят, что жизнь это страдание. Christians also say it's a valley of tears. Христиане тоже говорят, что это долина, устланная колючками. But everyone is thinking, no, it won't happen to me. Долина слез, но все считают, что со мной это не произойдет. I'll have a sweet life. У меня будет сладкая жизнь. What do the Italians say? И что говорят итальянцы? Dolce vita or something? Who knows Italian? Кто знает итальянский язык, поднимите руку. Sweet life, they have a word. It means, huh? Maybe. So anyway, there's no such thing as a sweet life. Но вот нет такой вещи, сладкая жизнь. Sweet 16, but bitter 60s. Сладкий 16 и горький 60 лет. Nobody's happy in old age. В старости никто не счастлив, Except me. кроме меня. No, anybody who takes the Krishna consciousness, that's the point Prabhupada is making. He can be happy even in this life. Но вот именно об этом говорит Шрила Прабхупада, что каждый, кто принял сознание Кришны, может быть счастлив даже в этой жизни. Now I'm 75 years old. Теперь вот сейчас вот мне 75 лет. This year I'll be 75. So I feel like I'm still 35. Я не чувствую старости, чувствую, что мне до сих пор 35. It's a fact. Это факт. Because every day I'm dancing and chanting and I feel... Потому что каждый день я танцую, пою. So, of course I'm going to have to leave this body. Конечно же, мне придется уйти с этого, оставить это тело. But Prabhupada wrote in his poem to his spiritual master, famous poem, that healthy life as Chaitanya. We can have a healthy, happy life, at the same time make spiritual progress. Но в одной из своих поэм Шрила Прабхупада написал: «Счастливая жизнь с Господом Чайтаньей». Мы можем счастливо жить, служа Господу Чайтаньи, и в то же самое время духовно прогрессировать. Everyone must take to this conscious, we said that. Unless one comes to the position of understanding Krishna and engages in devotional service, however until we said that. The word angaha, ananga? Анакха. Anagaha, by which Arjuna is addressed is significant. Anagaha, O sinless one, means that unless one is free from all sinful reactions, it is very difficult to understand Krishna. Кришна не случайно называет здесь Арджуну словом «анакха». Слово «анакха» значит «безгрешный» и указывает, что пока человек не очистится от всех последствий своих грехов, ему будет очень трудно постичь Кришну. So somebody may say, well, devotees are also suffering. Кто-то может сказать, ну преданные тоже страдают. But we give the example of the mouth of the cat. Мы приводим пример пасти кошки. The mouth of the cat carries a kitten and also carries a mouse. Она в своих зубах несет своего котенка и также несет мышку. But for the kitten, it's not a trouble. Но для котенка он не испытывает никаких беспокойств. He's being carried by the mother. Его переносит его мать. So the devotee thinks like that. He's being carried by Mother Nature. И преданный также считает, что его вот переносит с места на место He knows мать природа. there's trouble in this life. Он знает, что будут страдания в этой жизни. And that he's going to die. И то, что он умрет. But he's not in anxiety because he knows he doesn't die. Но он не беспокоится, потому что он понимает, что он на самом деле не умрет. Whereas the non-devotee is like the mouse. It's horrible. He's being devoured by the mouth of the cat. Но для мышки это ужасное положение, потому что вот сейчас вот прямо вот ее съедят, сейчас зубы этой кошки, они уничтожат ее. So for the materialist, old age, disease, death, they're so horrible. И для материалистов рождение, смерть, старость, болезни это страшные вещи. But the devotee is not concerned. Но преданного это не We were with беспокоит. Шрила Prabhupada in the last days. Мы присутствовали со Шрилой Прабхупадой, вот видели, как он был в последние дни своей We жизни. saw it. He was not attached to going or staying.
Он не был привязан ни к тому, чтобы остаться в этом мире, ни к тому, чтобы уйти из него. Because he knew if he stays, he serves Krishna. If he leaves, he serves Krishna. Потому что он понимал, что если он останется в этом мире, будет служить Кришне, если уйдет с него, Therefore, будет he was служить Кришне. equiposed. He was jolly. Он был в равном состоянии ума, он был счастлив. Once Kirtananda Swami came and said, Prabhupada, we've built a nice palace for you in West Virginia, New Vrindavan. И однажды Киртананда Махарадж пришел к Шри Прабхупаде и сказал, что мы для вас, Шри Прабхупада, построили замечательный дворец в Нью-Вриндаване, это Западная Вирджиния в Америке. Prabhupada said, let us see which palace I am going. И Прабхупада сказал, давайте посмотрим, в какой же дворец я пойду. So maybe he's going to Nanda Maharaja's palace. Может быть, он направляется как раз-таки в дворец Нанда Махараджа. So he wasn't in anxiety. Он не беспокоился. One has to become free from all contamination, all sinful activities. Then he can understand. But devotional service is so pure and potent that once one is engaged in devotional service, he automatically comes to the stage of sinlessness. Осознать Кришну может только тот, кто избавился от всей материальной скверны, от всех своих греховных привычек. Однако, преданное служение столь чисто и могущественно, что само делает человека безгрешным. So in the beginning there may be some struggle to give up this sinful life. И вначале может быть какая-то борьба за то, чтобы отказаться от греховной жизни. Illicit sex, intoxication, gambling, meat eating. Незаконного секса, интоксикации, мясоедения и азартных игр. But Srila Prabhupada said these things are like poison. Но Прабхупада говорил, что вот эти вещи, они подобны яду. But we're attached to the poison, that makes it difficult. Мы привязаны к этому яду, и это создает проблемы. Just like alcohol. Alcohol is poison. Как алкоголь. Алкоголь – это яд. If you put a spoonful of alcohol, whiskey or whatever, in a child's mouth, he'll spit it out. Если вы возьмете ложку алкоголя, там виски, какой-то водки, положите его в рот ребенка, он просто выплюнет его. Isn't it? Не правда ли? It tastes, yeah. Ужасный вкус. But people take it little, then they become mad after it. Но когда человек постепенно принимает его понемножку, и он потом начинает сходить с ума по этому алкоголю. We were coming in the airport, and everybody was buying the whiskey bottles. Мы когда ехали вот в аэропорту все покупали там эти бутылки с виски. Knowingly drinking poison. Осознанно люди пьют яд. So Prabhupada told us very clear, this is poison. Illicit sex is poison. Intoxication, gambling, meat eating. So it's not, once you understand, to give it up is very easy. Прабхупада нам ясно говорил, что это все яд, незаконный секс, азартные игры, денежные махинации, мясоедение. И нам проще от этого отказаться, когда мы общаемся с преданными. Because we have a better thing. Потому что мы получаем что-то лучшее. We have this chanting and dancing and taking prasadam. Мы получаем пение, танцы и принятие прасада. And wonderful philosophy. И замечательную философию. This is the best philosophy. Это лучшая философия. It comes from every side. It establishes very clearly what is what. И она со всех сторон, потому что она со всех сторон объясняет, что есть что. While one is performing devotional service in the association of pure devotees in full Krishna consciousness, there are certain things which require to be vanquished altogether. The most important thing one has to surmount is weakness of the heart. Тот, кто занимается преданным служением в обществе чистых преданных Господа, сознающих Кришну, должен полностью избавиться от некоторых нежелательных вещей. Самое главное из того, что ему нужно преодолеть, это слабость сердца. The first fall down is caused by the desire to lord it over material nature. Первое падение живого существа вызвано желанием господствовать над материальной природой. We want to enjoy material nature. Мы хотим наслаждаться материальной природой. We think like that God has given us these facilities to enjoy. Мы считаем, что Господь дал нам все эти возможности для того, чтобы мы могли наслаждаться ими. So we're running here and there, looking for enjoyment. И мы повсюду ищем этого наслаждения. But actually, this kind of enjoyment is, Prahlad Maharaj calls it chewing the chewed. Но на самом деле это то наслаждение, которое Прахлад Махарадж называет пережевывать то, что уже пережевано. What's that Sanskrit? Панах панашчарвитачарвана нам. Means if you already chew something, suppose you have some gum, peppermint gum, you're chewing, there's no more taste. If you spit it out, and somebody picks it up and they chew, what do they get? Как, например, вы взяли жвачку, эту вы жевали, там никакого вкуса уже не осталось, вы ее выплюнули, а кто-то поднимает ее и пытается опять ее жевать, там никакого вкуса не осталось. So we're really not equipped to enjoy this material nature. It's not our constitutional position to enjoy. И поэтому это не наше изначальное положение, естественное положение наслаждаться материальной природой.
But Maya, it makes us think, yes, you can enjoy. Но майя побуждает нас думать, что мы можем наслаждаться. So when you get frustrated from that, then that's one of the reasons we come to Krishna consciousness. И когда мы разочаровываемся в этом, то это одна из причин, почему мы можем прийти в сознание Кришны. A little intelligent to see, everyone is trying to enjoy, but at the end, no one is happy. Быть немножко разумным, чтобы увидеть, что все пытаются наслаждаться, но в конце концов никто не обретает счастья. Because it's simply chewing the chewed. Потому что это просто пережевывание того, что уже было пережевано. But the spiritual life, the more you take it, the sweeter it gets. Но в духовной жизни, чем больше вы следуете, занимаетесь ей, тем больше сладкий вкус получаете. That's a fact. Это факт. So the first fall down is desire to lord it over material nature. Thus one gives up the trinity loving service of the Lord. Итак, первое падение – это желание господствовать материальной природой, и как результат человек перестает с любовью служить Верховному Господу. So we are independent. God doesn't force us. It's loving service. Love has to be voluntary. If we desire not to love Krishna, He doesn't force us. Мы независимые живые существа, и любовь значит добровольное служение. Если мы не хотим служить Верховному Господу с любовью, Он не будет нас заставлять. But we can't stop serving. It's our constitutional position. Но служить перестать мы не можем, потому что это наше изначальное положение. So instead of serving Krishna, then we serve our senses. И поэтому вместо того, чтобы служить Кришне, мы служим своим чувствам. And the senses are never satisfied. А чувства никогда не удовлетворяются. They burn like fire. Они сжигают нас подобно Even an огню. old man is going to the club to see the naked girl. Даже старики ходят в ночные клубы, чтобы видеть, как там танцуют обнаженные In девушки. his life, he's seen so many naked women, but he's not satisfied. Let's go to see another. Столько много этих обнаженных женщин видел в своей жизни, но он до сих пор не обрел удовлетворения и продолжает ходить, смотреть на них. But if we take to Krishna consciousness, then we'll find satisfaction. Но если мы примем сознание Кришны, тогда мы обретем удовлетворение. Then, the second weakness of heart is that as one increases the propensity to lord it over material nature, he becomes attached to matter and the possession of matter. Второе проявление слабости сердца заключается в том, что по мере усиления желания господствовать над материальной природой, живое существо привязывается к материи и обладанию ей. The problems of material existence are due to these weaknesses of heart. Эти две слабости сердца являются источником всех проблем материальной жизни. So, the only way out, we have to get a higher taste. Единственный способ, как нам вырваться из-под этого влияния, это обрести высший вкус. On our own, we can't do it. Сами мы не сможем этого сделать. So we need the help of the spiritual master in Krishna. Нам нужна помощь духовного учителя и Кришны. Then by their mercy, we get a little taste for spiritual life. И тогда, по их милости, мы получим небольшой вкус к духовной жизни. Then we get a higher taste, param jistanavartite. We can give up this lesser, chewing the chewed. Если мы получим высший вкус парам дриштвани вартате, мы сможем избавиться от этих вот низших удовольствий, пережевывать то, что было уже пережевано. And what's the easiest way to get a higher taste? И какой самый легкий способ получить высший вкус? Kirtan. In this chapter, the first 5 verses describe the process of freeing oneself from these weaknesses of heart, and the rest of the chapter, from the 6th verse through the end, discusses Purushottama Yoga. В первых 5 стихах этой главы описан путь освобождения от слабости сердца, а остальная ее часть, с 6 стиха и до конца, посвящена Пурушоттама йоге. So another time you can read, or you can all read, you have Bhagavad Gita, read the first 5 verses of this 15th chapter. Prabhupada is saying, this is freeing oneself from the weaknesses of heart. В следующий раз, когда вы будете сами читать Бхагавад-гиту, у вас у всех есть, наверное, Бхагавад-гита, прочитайте первые 5 стихов, потому что Прабхупада говорит, что они помогают нам понять, как избавиться от слабости сердца. So, if you make a sincere endeavor, Krishna will help you. Если вы искренне будете прилагать усилия, Кришна вам поможет. It doesn't mean that immediately you'll become perfect. Но это не значит, что вы немедленно станете совершенным. But at least you'll be intelligent enough to learn from your mistakes. Но, по крайней мере, вы будете достаточно разумными, чтобы научиться на своих ошибках. Gradually you'll learn Постепенно вы научитесь, that material life is not going to satisfy you. что материальная жизнь не принесет вам удовлетворения. Then you become more serious on the spiritual side. И тогда вы станете более серьезны к духовной жизни. So don't be discouraged if sometimes you're not able to avoid sense gratification. Но не отчаивайтесь, если иногда вы не сможете избегать наслаждения чувств. Continue with the process and Krishna will help you more and more.
Продолжайте процесс, и Кришна будет помогать все больше и больше. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? No questions. Нет вопросов? There's one. Hare Krishna. Повтори, да. Как происходит, что вечное живое существо, которое обладает совершенным знанием, блаженством в духовном мире, как оно уходит оттуда, как оно соглашается попасть в материальный мир и наслаждать чувства здесь? Правильно я понял, да? Да. А? Может быть, не так плохо, что мы попали сюда, может, есть какой-то план за этим, да? Да, если это желание живой, вечное желание живой существа, живой души, может быть, это не так плохо. How did it happen that eternal living entity who was in the spiritual world, enjoying with Krishna, full of bliss, came to this material world? We can understand that it's a freedom of will, but maybe it's not such a bad desire to be here. Maybe some plan, some higher plan is there behind, fall down into material world. Prabhupada mentions here because the desire to enjoy. Прабхупада, он здесь говорит, что это произошло вследствие желания наслаждаться. In the spiritual world, everyone agrees that the Lord enjoys them. В духовном мире каждый соглашается с тем, что Господь наслаждается им. Because it's always voluntary, if we decide that instead of me being enjoyed, I want to be the enjoyer, then the material world is here for us. И поскольку это дело добровольное, если мы хотим, чтобы не Господь нами наслаждался, а мы сами наслаждались, то нам предоставлена возможность попасть сюда, в этот материальный мир, и исполнить это желание. So misuse of independence. Итак, это злоупотребление своей свободой выбора, независимостью. Otherwise, yeah, it's difficult to understand the subject. It's a difficult subject. В противном случае, да, конечно, это сложно понять, это сложный вопрос. I was reading Bhaktivinoda Thakur in the Bhakti Loka, how he says for those in the material conception, it's a difficult subject to understand how, how time is eternal and so on. Я читал, как Шрила Бхактивинода Тхакур в книге, которая называется «Бхакти Лока», он пишет, что для людей, которые имеют материальные представления, им очень трудно понять, как жизнь вечна, как может быть вообще вечное время, вечное существование. Сами эти концепции понять. Therefore, Srila Prabhupada says, somehow or other we have fallen down. И Прабхупада, он пишет, поэтому так или иначе мы упали. Somehow or other. Так или иначе. Anyone else? Еще вопросы есть какие-то? Как получить разрешение духовного учителя находиться рядом с ним? Просто находиться или служить ему? Что имеется в виду? Служить, находиться. How to get permission from the spiritual master to personally be alone, alone with him and to serve him? You have to ask him. Надо спросить его. There was a question? Там еще был вопрос, пожалуйста. 15 глава это было, 15 глава. Anyone else? Maharaj is here. Ranjan Swami ki. So no questions? Итак, вопросов нет? Okay, one more. Да, еще вопрос.
говорил, что в этом материальном мире можно до какой-то степени наслаждать свои чувства так, чтобы это не мешало нашему духовному прогрессу. И как это сделать, да? Правильно? What happened at 3? You mentioned that we can stay in the material world and have some sense enjoyment so that it won't impede our devotional service. So how can we do that? Say again. You mentioned that we can stay in the material world and like being engaged in devotional service, still have some sense enjoyment, and it won't become obstacle for our spiritual life. How can we do that? I didn't say it wouldn't become an obstacle. It's an obstacle, but you shouldn't lament so much. You should just try to go on the best you can. Но я не говорю, что это не будет, вот эти материальные наслаждения не будет препятствием для нашей духовной жизни. Но если так уж случилось, что мы сделали это, то не нужно слишком сильно скорбеть и просто продолжать практику. But you should be ashamed of your sinful activities, but at the same time, as soon as you realize that, then you should continue with your devotional service. Мы должны чувствовать стыд от того, что наслаждаем свои чувства, но в то же самое время должны продолжать практиковать преданное служение. I was there once, a devotee said, Prabhupada, I have this weakness. So before he could explain what it was, Prabhupada said, why you speak weakness? Be strong. Я помню, как однажды один преданный пришел к Шриле Прабхупаде и сказал, что Прабхупада, у меня есть вот эта слабость, и пока и Прабхупада не дал ему даже сказать, какая слабость, он сказал, почему ты говоришь о слабостях? Просто будь сильным. So that's in our hand. We can you can say, go under the weakness, or we can be strong. И это в наших руках, мы можем поддаться своей слабости, либо оставаться сильным. But I'm just saying, if sometimes we succumb to that weakness, we shouldn't just give up the process. Но что я говорил, это если так или иначе мы поддаемся этой слабости, нам не нужно оставлять весь процесс. We shouldn't be envious of the process. Не нужно завидовать самому процессу. The process does work. Процесс работает. Like we're hearing, devotional service is not different than Krishna. Потому что, как было написано, преданное служение не отлично от Кришны. So this process will work, but we have to be sinless in order for it to work perfectly. Этот процесс работает, но для того, чтобы совершенным образом служить Кришне, нам необходимо быть безгрешным. So that may take a little time. In the meantime, we struggle the best we can. И на это может потребоваться какое-то время, но пока мы этого не достигли, мы должны бороться изо всех сил. Or it can happen immediately. Или же это может даже немедленно произойти. So we have a few minutes. У нас есть несколько минут, да? Shall I tell a story about Prabhupada? Рассказать историю о Шриле Прабхупаде? You like to hear a story where he chastised me or encouraged me? Вам какие истории нравятся, когда Прабхупада меня отчитывал или меня как-то поощрял? Both. И ту, и другую, да? One time, he called me in Mayapur, and he wanted me to. No, what happened was Gopal Krishna Maharaj was the Ji-bi-si there, and he came and said, Prabhupada wants you to stay in Mayapur because Bhavananda's leaving. He wants you to be co-director while Bhavananda's gone. Однажды Шрила Прабхупада, вот тогда Гопал Кришна Махарадж был Джи-би-си в Майяпуре, и он пришел ко мне и сказал, что я хотел бы, чтобы ты остался в Майяпуре, потому что Бхавананда уедет, и я хотел, чтобы ты был как бы, помощником директора этого проекта в Майяпуре. But I told Gopal Krishna, you're not my Ji-bi-si. I'm not staying here. I already got an assignment. I'm going to go to Korea, open a temple. Но я сказал Гопал Кришне Махараджа, что ты не мой Джи-би-си, у меня уже есть своя задача, как у меня своя миссия, я отправляюсь в Южную Корею и открываю там храм. So later that day, we were in Prabhupada's room. He was having darshan. И вот позднее, вот в этот же день, мы были в комнате Шрилы Прабхупады, и мы получали даршан. So Gopal Krishna Maharaj said, Srila Prabhupada Tривикрама Свами says he's not going to stay here in Mayapur. И Гопал Кришна Махарадж сказал, Шрила Прабхупада, Тривикрама Свами сказал, что он не будет оставаться в Майяпуре. So Prabhupada looked at me and said, what's wrong? Why you don't want to stay? И Прабхупада посмотрел на меня и спросил, что не так, почему ты не хочешь оставаться? I said, Prabhupada, I was going to go to Seoul, Korea and open a center. Я сказал, Прабхупада, но я вот собирался отправиться в Южную Корею и открыть там храм. He said,
Our formula is plain living, high thinking, but you're simply addicted to the cities. И Прабхупада сказал, что наша формула — это простая жизнь, возвышенное мышление, а ты просто привязан к городам. It's true. I said, at that time, Mayapur, there was nothing there. I was like, what am I going to do here? И это было правда, потому что в Майяпуре в то время там не было ничего, это было просто поле, и я думал, чем я здесь буду заниматься. So then I said, but Prabhupada, I've been a sannyasi for 5 years, and I haven't had a chance to speak in English. If I stay here, they only speak Bengali. I won't be able to preach. Я сказал, Прабхупада, я уже саньяси 5 лет, и я хотел бы проповедовать на английском, и вместе с некому проповедовать. Если я останусь здесь, мне придется говорить только на бенгале. And Prabhupada said, you've been a sannyasi for 5 years, and you hadn't been able to preach. И Прабхупада посмотрел на меня и сказал, что ты саньяси 5 лет, и ты до сих пор еще не проповедовал. Then he said, so what makes you think you know how to preach? Then he said, what makes you think you know how to preach? И тогда он сказал, что что побуждает тебя думать о том, что ты знаешь, как надо проповедовать? Because I hadn't preached anything. And also in that same exchange, he said, you're a sannyasi, you've given up everything but your whim. И он сказал, что ты саньяси, ты отказался от всего, кроме своих прихотей. So then I surrendered. И тогда я предался. And I stayed in Mayapur till Bhavananda came back. Я остался в Майяпуре, пока Бхавананда не вернулся туда. Maybe I should go again, no? Может, опять надо вернуться туда? Anyway, that's a separate issue. Это целая другая тема. But another time, Prabhupada was in London, 1969. И в другой раз Прабхупада был в Лондоне в 1969 году. And I was the brahmachari, senior brahmachari, so I was given the service of giving Prabhupada massage. Я был старший брамачари, и вот мне дали служение делать массаж Шри Прабхупаде. So the first day, he told me how to give massage like this, and I was doing it. И в первый день Прабхупада показал мне, как надо делать массаж, и я вот его делал. He seemed happy with it. И похоже, что ему он понравился этот But when I массаж. finished, I said, Prabhupada, I never gave massage before, so I was going to go to the library and get a book on how to give massages. Я сказал, Прабхупада, и затем, когда все закончилось, я сказал, что Прабхупада, я никогда в жизни не делал массаж, я вот хочу пойти в библиотеку и взять там книгу о том, как надо правильно делать массаж. Prabhupada said, no, just read Bhagavad Gita, Krishna will teach you how to do it. И Прабхупада сказал, что нет, просто читай Бхагавад-гиту, Кришна тебя научит. So in that same time, because he was there for 3 months, so I was attached to that service, and I was saying to Prabhupada, when you leave, can I come with you and continue the service? И вот так прошло 3 месяца, и я привязался к этому служению, и потом я спросил Прабхупаду, Прабхупада, а вот когда вы уедете из Лондона, а можно я с вами поеду, чтобы я мог вам делать массаж? So Prabhupada, let us see what Krishna wants. He didn't say one way or the other. И Прабхупада сказал, давай посмотрим, что хочет Кришна. Он не сказал ни да, ни нет. So then one day his servant said to me, Purushottam his name was, he said, stop bothering Prabhupada about going to America because Upendra has already been given permission. He's going to come there and give Prabhupada massage when he returns. И вот тогда слуга Шри Прабхупады, который звали Пурушоттама, он сказал мне, перестань беспокоить Шри Прабхупаду, что ты поедешь с ним в Америку. Там уже есть Упендра, ему уже дали, его уже назначили как того, кто будет там ему делать массаж. So I was also the one who was driving Prabhupada. И также одно из моих служений было, что я был водителем Шри Прабхупады. So I was driving him. The two of us were alone in the car. И вот однажды я вез его, и мы вдвоем были в машине. And I said, Srila Prabhupada, Purushottam said that Upendra is going to give you massage when you go back to Boston. И я сказал, Шри Прабхупада, вот Пурушоттама сказал мне, что Упендра будет делать тебе массаж, когда вы вернетесь в Бостон, в Америку. And then it was just the two of us in the car, and I spoke very quietly, clearly. But when I said that, Prabhupada was just quiet. И мы были только вдвоем в машине, и я так очень ясно вот это высказал, и Прабхупада ничего не ответил. He was quiet for a long time like that. В течение долгого времени он молчал. So then I thought, well, it must be true. И затем я подумал, что похоже, это правда. And then I felt the silence was a little bit strange. И потом я почувствовал, что вот это молчание, эта тишина, она была такой немного странной. So I thought I should say something to kind of break the ice or
И я подумал, что мне нужно что-то сказать, чтобы сломать этот лед. And at the same time, I wanted to let Prabhupada know that I was resigning to the fact that I couldn't come with him. И в то же самое время я хотел дать понять Шриле Прабхупаде, что я согласился, я принял то, что я не смогу с ним поехать в Америку. So I said that Upendra is a nice boy, Prabhupada. I never met him. Я спросил: Прабхупада, а Упендра, он вообще хороший и преданный? Я никогда с ним не встречался. I don't understand why people laugh when I say that. So then Prabhupada looked at me. He turned to me, very sober, because he had been quiet. И затем Прабхупада, он повернулся ко мне, и он был очень серьезным, потому что он как бы долгое время молчал. And he saw that I was surrendering. И он увидел то, что я предался. So he turned to me and very feelingly said, и он повернулся ко мне и с огромным чувством сказал: "Not as nice as you." Не такой хороший, как ты. Well, right into my heart. Прямо в самое сердце. I felt Prabhupada really loves me. Я понял то, что Прабхупада по-настоящему любит меня. It's true. He made everyone feel that he loved them. Это правда. Он каждому давал понять, что он их Even he любит. was chastising us, we knew he was doing it because he loved us. Даже когда он нас отчитывал, мы понимали то, что он делает это только потому, что любит нас. Шрила Прабхупада ки. One more I should tell. Еще одна история. The first time when Prabhupada came to London in 1969, we had a big program, the first big public program. So maybe 300-400 people were there, mostly Hindus. И вот это был первый раз, когда только Прабхупада приехал в Лондон, 1969 год, и мы там проводили такие большие программы в зале, и туда приходило 300-400 человек, в основном индусы, индийцы. So Prabhupada was very humble, and we were with him. We saw he was so humble. But in the lecture, in this public lecture, some people were challenging, and Prabhupada was speaking very strongly. И Прабхупада всегда вел себя очень смиренно, мы знали его таким, но вот на этой публичной лекции, когда люди бросали ему вызов, Прабхупада, он действовал очень так строго. One man in particular was interrupting, and he stood up and was saying something, and Prabhupada said, "Sit down, you are nonsense." И тогда вот там один человек, он встал буквально, он начал что-то пытаться сказать Прабхупаде, Прабхупада сказал ему: "Сядь, ты просто вообще непонятно кто." Это непереводимый нонсенс, это как. So we never saw Prabhupada like that, so bold. Мы никогда не видели, что Прабхупада был таким напористым. And I was inspired by his fighting spirit. И я вдохновился его таким воинственным духом. So next day I was giving him a massage, and it was a series of lectures, so he was going to speak again. So I was massaging him, and like a trainer, I was thinking of getting him in shape for another fight. И вот в следующий день я утром делал ему массаж, и вот я чувствовал себя подобно тренеру, который вот, как вот он, я его сейчас вот привожу в форму, чтобы он опять подрался с кем-то. So I was massaging him and talking and massaging and talking. Итак, я массировал его, и разговаривал с ним, массировал, разговаривал. And Prabhupada was just quiet. Прабхупада молчал. Then suddenly he said, И внезапно сказал: "Нет!" He said with a strong voice. Он очень громко, так очень сильно сказал. Then like my hands froze on his body. Я почувствовал, что мои руки, они буквально примерзли к его телу. Then he said with another voice. И затем он сказал совсем другим голосом. Like a child. Подобно ребенку. Very innocent. Как невинный ребенок. He said, I am just a humble servant. Он сказал: "Я просто смиренный слуга." I felt so, you can say, unqualified to be in his presence. Я почувствовал себя полностью неквалифицированным даже находиться в его присутствии. I was thinking he's such an aristocrat, and I'm such a low-class, ordinary person. Я подумал, что он такой аристократ, а я обычный какой-то там I shouldn't be in the same низкоклассный room with him. человек низкого класса. Я не имею права даже находиться с ним в одной комнате. What to speak of touching his body? Что же говорить о том, чтобы касаться его тела? So Prabhupada was so humble that by his association we were forced to become a little humble. И Прабхупада был настолько смиренным, что благодаря общению с ним мы тоже становились понемножку становились There was смиренными. nothing false about his humility. И в его смирении не было ничего показного. He was really humble because he was always remembering his spiritual master and remembering Krishna.
Он был по-настоящему смиренным, потому что он всегда помнил своего духовного учителя и помнил о Кришне. So in that relationship he was as a humble servant. И вот в этих отношениях он был смиренным слугой. That's how he thought. That was his identity. I'm a humble servant. Именно так он думал о себе. Он считал, что я просто смиренный слуга. And he was at the same time so powerful, so happy. So we should try it. И в то же самое время он был очень могущественным, очень счастливым, и мы должны постараться стать именно Try такими. being a humble servant to your guru and to Krishna. Постараться стать смиренным слугой нашего духовного учителя и Кришны. Then you'll be happy. И тогда мы станем And you'll счастливыми. also become, what like guru means heavy. You'll become convinced and staunch. И гуру значит также тяжелый, и вы тогда сможете стать таким же убежденным и таким непоколебимым, стонч буквально непротекаемым. You won't be carried away by the temporary things. И материальные вещи, они не смогут вас отвлечь. You'll be able to see things as they are. Вы сможете увидеть вещи такими, как они есть. And then Maya can no longer has influence on you. И тогда майя больше не сможет влиять на вас. She may try to attack, but you can see this is like not substantial. Она может пытаться вас атаковать, но вы сможете увидеть то, что в этом нет никакой сути. Because you have something substantial in your relationship with the spiritual master and Krishna. Потому что у вас будет что-то настоящее в ваших отношениях с духовным учителем и с Кришной. These other things, they're not substantial. Во всех этих остальных вещах они бесполезны, там нету сути. Okay, thank you very much. Шрила Прабхупада ки. All glories to Bhagavad Gita. Вся слава Бхагавад-гите. Please study Bhagavad Gita. It's a wonderful, gives us all the knowledge. Пожалуйста, изучайте Бхагавад-гиту. Это замечательная книга, которая может дать нам все знание. Hare Krishna.